$65 000. Фистор мой ебанистическое чмо. Сделал несколько кругосветок на всем, чем можно. В Украине можно вообще не платить налоги. Никогда. Если людей учить на яхтингу, то учить надо вот на такой штуке. Самая красивая страна в мире — Норвегия. Везде, в любой точке мира. Вот куда бы я ни плюнул, везде попаду в знакомого. Так что путешествуйте. Меня зовут Кирилл, я из Украины, а точнее сейчас уже из Запорожской области, но жил в Киеве какое-то время. Очень люблю путешествовать. Сделал несколько кругосветок на всем, чем можно. Яхты, автодом, автостоп — самое мое любимое вообще. И машины, мотоциклы. Есть сейчас вообще все, и просто вот увлекаюсь путешествиями. Ну и еще иногда чиню яхты и живу на них, и учу людей ходить на яхтах. Кухня полноценная, холодильник есть, чайник обычный, газовая плита, тоже обычная, просто газовая плита. Здесь штурманский столик, уже выглядит старенько, но все-таки туалет, тут же душ есть. Мгм. Оп, вытаскиваешь, у тебя душ. Дальше каюта, двухместная называется. Точно такая же каюта, симметричная с другой стороны. Никогда не скажешь, что только место, слышишь? Вот, неожиданно, я же говорю. Точно такой же туалет, только дверь изнутри. Ага. Вот такая вот дверь, как вот тут. Я понял. Оп, открыть. Если зайти из каюты, можно зайти снаружи. Это специально сделано, чтобы когда у тебя женщина, она там Своими делами занимались. занималась своими делами и не выходила. Ну и носовая каюта, из которой мы пришли. А здесь огромный стол, который, если что, можно опустить. На него ложатся подушки, и он тоже как большое спальное место. Но, скорее всего, тут сядет там 9 человек совершенно спокойно. Как в это пришел, очень странно. Я много путешествовал по бывшему Советскому Союзу, но как-то вот за границу не ездил, потому что никогда не было возможности, не умел говорить. А тут вдруг однажды услышал такую интересную историю, что каждый даун в Америке может говорить на английском языке, а ты типа хорошо вроде закончил институт и не можешь. Ну, дурачок, значит. На самом деле оказалось не дурачок, оказалось просто неправильно учил языки. А потом как начал учить языки, и как пошло, так что теперь уже и турецкий, и испанский, и английский в очень даже хорошей форме. Французский сейчас учу. В общем, начал понимать, и стало сильно интереснее ездить, начал в культуру вникать. Грузинский немножко, долго жил в Грузии, долго в Турции жил. Дети есть, целых трое. Трое детей у тебя? Трое детей у меня. Слушай, И со всеми дружу. В общем-то, я плохой папа. Но это я так считаю. На самом деле дети меня любят, детям со мной нравится, и мы ездим, путешествуем. Катаюсь на всем, на чем можно кататься. По водопадам на каяках, на парапланах, на кайте. У меня куча этих кайтов всяких. На серфах, на лыжах, на сноубордах. Короче, все, что может тебя убить или покалечить, я пробую. Вот. Ну и всегда вот на парусных лодках. Это, наверное, самое последнее из того, что не бросил. Потому что бросаешь все из-за того, что просто не хватает на это никакого времени. Абсолютно. Каждый раз что-то делаешь, тебе очень нравится, но есть еще что-то, что тебе тоже нравится, и есть еще что-то, что тебе тоже нравится, и поэтому садишься в автодом, едешь на автодоме. Садишься в яхту, плывешь на яхте. Вроде на яхте классно, все хорошо, но берег далеко, ты не видишь все время море, 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 надоедает море, опять переходишь там. Пока что самое, от чего никогда не могу отказаться, это мотоцикл. Вот мотоцикл прямо это мое. а мотоцикл на чем ездишь? У меня Кстати, на 2 Драгстара, один, ну, тут стоит один, второй вон это Ямаха, правильно? Yamaha Драгстар, да.
Один вот тут вот ты припарковался прямо рядом, вот Кимка Венокс, есть еще какие-то такие Кимки маленькие. Но больше всего люблю на Драгстарах. Они не ломучие вообще просто. Ну, не взяла. Мотоцикл, который довезет тебя куда угодно. Второй нужен для того, чтобы если не ломающийся мотоцикл сломался, то снимали с донора, отсылали себе запчасти, а потом искали запчасти. А для 2 слышишь человек, она просто, ну, огромнейшая. Ну, Тут место прям. если брать маленькую яхту для 2 человек, очень некомфортно ходить. Мгм. То есть ты просто не получаешь удовольствия от переходов. И по этой причине приходится все-таки как бы выбирать между супер прямо там дискомфортом и размером, за который тебе приходится платить. Самый минимум, на котором люди ходят с кругосветки океаны. Вот сейчас ставят рекорд какой-то там 2,20. Ну, это сидя. За 20 это что? Ой, 1,20 м, говорю, 2,20. 1,20 м, длина лодки. Да, он сидя сидит вот так. Да ты что, ну я не представляю такого. Ну, а зачем, да? Вот. Я больше люблю с комфортом ходить, поэтому я и сказал, что это тот минимальный размер, в котором уже ты можешь и семью пригласить. И если ты... абсолютно все яхтсмены зарабатывают тем, что приглашают на борт людей, которые хотят с ними походить немножко и получают за это какую-то копеечку. Вот эта копеечка им позволяет как бы выживать прямо вот, ну, всегда, условно. То есть ты просто вышел и пошел без денег, выживаешь, это точно, 100%. То есть я, как человек, который путешествует, могу назвать тебе 2 способа, как бесплатно и бюджетно путешествовать. Первый способ — это автостоп. Вернешься практически из всех стран с лишними деньгами. Как бы ты ни ехал, вот реально, ты сколько бы у тебя ни было денег, тебе дадут больше. Да он даже Дают. дают даже. Всегда дают. Когда ты начал, кстати, автостопом путешествовать? Я по России еще путешествовал когда, получается, ну, 16 лет, это сколько получается, в 96-м. И вот за что? Ты- Что я 2018 смотрел, я с Китая вернулся, я жил в Китае. Я смотрел один из вариантов и рассматривал автостоп. Ну, я по Украине чуть поездил, а так вот. Ну, автостоп по всему миру работает. Да. То есть, как бы, я всегда считаю, что если у тебя есть рука, а на улице есть машина, то ты уедешь. Там какая-нибудь Камбоджа, в которой говорят, что нет автостопа, меня вез генерал армии повстанцев этих, который от красных шмеров еще прятался. Он там нам такую устроил жизнь королевскую просто. Куда я только не попадал, везде абсолютно есть люди, которые наоборот. Вся фишка автостопа в том, что главное не напрашиваться. То есть, если человек захотел остановиться, во-первых, первое, что он тебе скажет, это что он остановился, потому что никто другой не остановится. Ты, конечно, улыбаешься и понимаешь, что раз никто другой, а я тут где-то посреди жопы мира как бы нахожусь, то значит все-таки кто-то да останавливался мне. Это первое. Второе, это, конечно же, они всегда хотят тебя пригласить домой, и если ты не имеешь четкого плана, куда тебе ехать, то это лучший автостоп в твоей жизни будет, потому что ты всегда познакомишься с кем-то, кто тебя куда-то везет. Вот в Таиланде меня возили полицейские по своим абсолютно делам. Мы жили в казарме этих полицейских, там у нас были тренировки учебные, я альпинистом еще был же. Я там с ними тренировался, показывал детям, как это все, там, ну, альпинизмом заниматься, в школу нас какую-то возили. Это сколько ты по времени занял у тебя этот автостоп, сколько ты путешествовал? А я не останавливаюсь. Я до сих пор, когда мне куда-то надо ехать, я очень часто выхожу просто и уезжаю. Ну, вот там надо где-то там переехать куда-то. Вот недавно ездил в Черногорию, допустим, просто, ну, высадил меня друган, он ехал мимо, я там машину я говорю, да высаживай здесь. Он говорит, давай я тебя завезу в город. Через дни надо. Высади нас на заправке, я доеду сейчас. Сколько ты обычно ждешь вот по времени, чтобы туда? 10 минут. Я просто, по примеру, я как-то со Славянского пытался уезжать, мороз, -10, по-моему. Нет, смотри, я очень умный автостопщик, я как бы не выхожу в мороз, то есть я любой яхтсмен смотрит на погоду. То есть я не занимаюсь херней. Если я опаздываю куда-то, я использую общественный транспорт. Я должен не спешить, должна быть хорошая погода, я не должен стоять под дождем, я должен быть чисто одет, я вообще не должен вонять. Абсолютно. То есть я должен быть отмыт, одет, и все у меня должно быть хорошо. И только тогда я выхожу в удовольствие как бы постоять автостопом. У меня рюкзак размером вот такой.
и я к нему даже пенку вот эту снаружи не цепляю. Мне достаточно этого рюкзака, чтобы проехать весь мир. Я не хочу за собой возить кучу вещей. Если на мне есть штаны, то эти штаны и будут. Как бы нужны будут новые шорты, я их куплю там за $3. Мне не надо для этого идти в магазин здесь и покупать шорты отдельно. Минимализм, видишь, это он приходит со временем. Те, кто живет таким образом, я понимаю, что говоришь. То есть я как бы починил все в своем организме, а все остальное можно добавить. Вот. Ну, я уже довольно старый, чтобы меня разбирать на органы. Расскажи, как ты пришел в яхтинг. Пришел с очень юного возраста, занимался и маленькими лодочками, потом в Киеве чинил парусные ялы, прямо вот ручками пришел просто в этот киевский клуб «Спартак». Там был чувак, который вообще тупо ничем не занимался, у него баня была, и у него валялся парусный ял. Он нас научил на нем ходить, и я просто ходил там. Люди ошибаются в Киеве, есть такой остров Труханов остров, и все думают, что с Труханова острова можно пешком на гидропарк пойти. А я был бедный студент, все доходят до конца Труханова острова, а там тупик. И я со своим ялом могу перевести за 10 гривен. Ты же тогда, блядь, сколько тебе было? Ну, это институт был, начало института, 17-18. Я в Киев приехал уже в 18 лет практически. То есть это все было после того, как уже поступил в институт. Учился я в Киевском политехе на радиотехническом факультете, и, в общем-то, мне очень помогает и сейчас. Я реально занимаюсь электрификацией яхт, учу всех электрифицировать яхты, там курсы делаю просто сам лично, занимаюсь ручками своими, электрифицирую. Вот сегодня, вот прям сегодня вернулся с Мальты, прилетел, помогал там человеку камеры устанавливать какие-то там, настраивать что-то. В общем, вроде работа по мелочи, а приносит деньги. Мгм. Ну, пригодилось, я имею в виду, О, образование. пригодилось. Я очень хороший радиотехник до сих пор. Прикольно. Я просто зарабатываю тем, на что учился. Вот. Это в какой-то момент я открыл свою фабрику по производству надувных лодок и производил надувные лодки в Украине. Еще до начала войны была хорошая большая фабрика лодки «Адмирал». Это я. Вот. Один из скольки, 3-4 самых крупных производителей был в Украине по производству надувных лодок. Сейчас нету. Сейчас все закрылось, исходя из того, что на Востоке у нас, а я оттуда, нет возможности ничем заниматься. Понял. Расскажи немножко за эту яхту. Это твоя собственная яхта. А эта яхта не моя, это яхта моего друга, я за ней слежу. На ней мы учимся регулярно. Это Жено Сан Одиссей, Жено Сан Дэнс 95-го года выпуска. Я на ней регулярно живу, приезжаю как на дачу и отдыхаю на ней. Вот. Но это яхта моего друга, и он просто сейчас живет и в Испании, поэтому приходится как бы кому-то следить за лодкой. Вот этот кто-то я. А у меня тут мои стоят две. 40-я и 43-я. Colvit Victor и Nimbus. Я тоже их там даю людям пожить на них, еще что-то, и так иногда зарабатываю деньги. Понемножечку совсем. Ну, то есть, когда ты просто даешь лодку жить, это совершенно не то же самое, что на яхте выходить в море. А эта яхта именно вот для того, чтобы, ну, ходить под парусами. То есть, открыли паруса, завелись и просто вышли, как на велосипеде условно. Отвязался и поехал. Именно прокатиться вот на этой быстро и легко. Она легенькая, хорошая, комфортная. Сколько длина ее? В районе 11 метров. 11 метров. Понял. Это 36,7 в футах. Самая стандартная вообще, просто вот если взять яхтинг, то это самая стандартная лодка, на которой все начинают учиться, на которой очень просто и легко учиться, прям совсем. То есть она настолько легкая, что ты там с пальца крутанул, у тебя уже жопа пошла в одну сторону, крутанул, жопа пошла в другую сторону у яхты. То есть даже от того, что ты крутишь просто руль, у тебя уже, ну, она очень легкая в управлении, она очень послушная под парусами, у нее не очень мощный винт, поэтому все стараются на ней идти все-таки под парусами, и ты получаешь именно парусное удовольствие. Она трехкаютная, с 2 туалетами и с кухня, там все, салон. Я покажу сейчас.
Вот. И в ней и комфортно находиться, и она стоит мало по стоянке в марине, потому что это условно самый-самый маленький формат, который есть, но есть еще 35-е лодки, еще чуть дешевле, и тоже можно также точно напихать по обитаемости. И уже здесь сидишь, просто вот сидишь в комфорте уже не сидишь там, ноги не поджимаются к ушам, колени не поджимаются к ушам, и не получаешь каких-то таких, знаешь, ощущений, что ты вот в замкнутом пространстве. Тут ты находишься в таком полноценном яхтенном пространстве. И она самая дешевая из всех, которые есть на рынке, в принципе. Ага, какой диапазон? Вот ценник какой? Вот скольки? Ценник на эту лодку, когда ее покупали, был 65 тысяч долларов. Вот. Это как раз после ковидный год, когда яхты были самыми дорогими. Сейчас она будет стоить, дай бог, чтобы 45. А, то есть она просела. Они все просели. Вот все сейчас возьми любую лодку, которая стоит, они все просели по цене. Абсолютно. Просто сейчас условно низкий сезон, вообще низкие годы по ценам на яхты. То есть продавать сейчас лодку вообще не имеет никакого смысла. Ты просто потеряешь, а может быть через год случится опять что-нибудь в мире, что угодно может случиться, просто бум лодок, и лодки резко растут в цене. То есть лодки, бывает такое у лодок, что они резко растут в цене вообще непонятно по какой причине. Просто вот бубух. И там самая дешевая лодка, которая стоила 2000, стала стоить там 20 тысяч. Что, как это сработает, я не знаю. Я понял. А вот интересный такой вопрос. Сколько стоит в Марине, например, стоянка Стоянка в марине для этой лодки в районе 280 евро в месяц? в месяц. А есть какой-то абонемент на год или как? Абонемент, ну это я вот уже назвал как бы абонемент на год, разделенный на месяца. Это где-то 3200, по-моему, вот это стоит. Что-то типа такого. Ну, надо сейчас просто поделить там как-то. Ну, я так. Ну, короче, 3200 на год. 3200 на год, да. И стоят где-то 4200 Ага, каждая. понял, понял. Вот. Прикольно. Ну, при этом получается, что у вас есть доступ к электричеству, да? Вот. Электричество, вода есть постоянно. Можно, допустим, я регулярно сюда заезжаю своим же автодомом, стою тут прямо автодом, подключаюсь к свободной этой дырочке. Туалеты есть внешние, туалеты есть на лодке. По правилам на лодке, конечно же, нельзя ходить в туалет, но если очень хочется, то пописать можно совершенно спокойно, не паришься этим вопросом. Тут есть кухня полноценнейшая прямо, то есть готовить можно совершенно спокойно. А где бывал? Вот какие там Везде. есть? Везде. Вот Просто просто. клиенты, я понял, да. То есть у меня есть несколько заездов нелегалом в Америку, получается, в США. Я в Испанию заехал нелегалом раз 20. Топ-3 страны, какие тебе больше всего нравятся, где ты был? Слушай, ну честно, то мне очень-очень-очень нравится, прям жутко нравится Таиланд. Просто за людей. Чисто за людей. То есть прямо люди там, ну, очень хорошие. Мне очень А нравится. где именно Таиланд, какая часть? А я весь его проехал вот так вот, и нигде не было, чтобы плохо. Ну, просто, ну, допустим, я в Хуахине жил, мне очень нравится Хуахин. Мусульманская часть, которая южная, там Краби и дальше регионы, очень красивые, но они там какие-то такие грустные, условно. Вот. Дальше вторая страна, которая мне просто, ну, рвала как бы вот мозг, мне очень нравилась, это Куба. Но это немножко за другое. Это просто потому что, скажем так, ты возвращаешься в свое детство, в Советский Союз, но возвращаешься тем американцем, который приезжал в этот Советский Союз, условно. То есть как будто ты тут превратился вот в того человека, на которого когда-то в детстве ты смотрел вау с открытым ртом. Просто очень мало стран в мире, которые еще такие. А что именно там понравилось? А там, ну, как бы там разруха же, там нету ничего абсолютно. И люди, они с тобой все хотят дружить всегда. То есть они прямо вот открытые, добрые такие, прямо совсем. И там супер безопасно, по крайней мере, в те моменты, когда я ездил. Там страна полицейская. И если ты появляешься на улице с каким-либо местным, то обязательно подойдет полицейский, остановит, скажет, что тебя я записал, ты был последний рядом с ним. Все, идите.
И так тебя охраняют везде, 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 и поэтому там вот прямо совсем в любой момент, в любое место ты заходишь ночью, днем, везде все подкачанные красавчики такие, во-первых, потому что у них телефонов нет, они не сидят еще в телефонах. Безопасно, да, страна? Очень безопасные. А когда там был, в каком году последний раз? Последний раз 2 года назад. 2 года назад. Прикольно. Вот. Но сейчас есть нюанс. Сейчас венесуэльская нефть перекрыта, у них сейчас нету света вообще, а у них и так воды нету. То есть у них прямо оно все такое, там какие-то эти, как их, бактерии там разводятся. Вот когда воду ты набираешь в бак, и у тебя нет возможности, чтобы постоянно вода была проточная, а бак стоит на крыше и солнечно каждый день, то там альтернативные формы жизни разводятся, то есть там невозможно, допустим, пить воду из крана, ниоткуда. Ты не можешь нормально найти воду, то есть приходится там Ну, только покупать, получается. покупать негде. А они не покупают, подожди, а как люди? Вот, да, то есть об этом вся проблема, что ты как в Советский Союз попадаешь. То есть тот человек, который в этом не жил, ему кажется, что это просто полная жопа. Но когда я жил в этом в детстве условно, то мне кажется, что я просто возвращаюсь в свое какое-то детство. Да, у нас вода была всегда, у нас такого не было, конечно же, я все-таки как бы в Украине рос, в Украине воды много, она есть всегда, и не было ни разу случая, чтобы я где-нибудь не мог попить или набрать брызгалку там из краника с улицы, а у них такого нет. Ну, они кипятят, да, наверное, или как? Кипятят, в кафешке покупаешь. Ну, понимаешь, я все-таки с деньгами приезжаю, как бы, и я могу себе позволить там какой-нибудь манговый сок вместо этого. Вот мне просто интересно, вот люди, да, как они, то есть что они делают? Как они? Ничего, вот они не работают все, они просто тупо попрошайничают все вообще. Вот просто вокруг тебя все попрошайки. Абсолютно. Ну, как-то так. Они пытаются познакомиться, и условно в какой-то момент они обязательно у тебя что-то попросят. Я просто вспоминаю видос, видел как-то паренек там, ну, по-моему, тоже русскоязычный, путешествовал, и сидит отец и две дочки, и он одну предлагал. Прям, ну, типа, это же нормально, ну, я так понимаю. Это нормально. В принципе, если люди хотят жить вдвоем там или с семьей, то вот этот размер уже достаточен для того, чтобы и ходить в море. То есть вот на этой лодке можно взять, просто выйти и уже завтра начать кругосветку, хотя она выглядит старенькой, но прямо вот начал кругосветку и спокойно идешь и потихоньку, 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 и ты обратно вернулся в Валенсию с другой стороны уже. Вот. Какого года она? Это 95-го. 95-й год. И она в хорошем состоянии относительно. Ну, если взять тех состояние. Слушай, ну, пробег, наверное, считается, или как они? У нее нет пробега как такового. Двигатель здесь очень хороший, заводится прямо с полтычка. Сейчас не заведу, потому что ключ просто не знаю, по глупости не здесь оказался. Вот, ну заводится прям и завелась сразу мгновенно. Это, но в целом, если ты ходишь по миру, то тебе надо не двигатель, а правильные паруса. И здесь старенькие паруса, которые, может быть, остро не будут ходить к ветру, сильно остро, но зато на них можно пройти еще очень много, плюс-минус попутными курсами, либо там, ну, полветра, короче, как-то вот так. И в любом случае уже достаточно нормального качества лодка. Достаточно в смысле для того, чтобы выходить просто в открытое море. Понятное дело, что оборудование на ней ноль, и по современным меркам. А по меркам буквально 30-летней давности она супер заряженная. То есть для двоих людей она подходит целиком и полностью. Для двоих людей она вообще идеальна. В ней уже есть 3 каюты, и вы можете разбежаться в разные углы и не мешать друг другу, потому что яхтинг это все-таки про изоляцию от внешнего мира. И когда вы находитесь вдвоем на одной и той же посудине круглые сутки, то по чуть-чуть вы начинаете друг другу надоедать. И здесь нужно просто иметь возможность уйти, закрыться. Ну, понятное дело, что есть такая штука, как психотипы людей. Наверное, нужно понимать, что этот человек тебе подходит, но когда он тебе уже подходит, только в этот момент ты должен понять, что еще и нужно от него все равно как-то изолироваться. Почему?
хрен его знает почему. То есть, если ты в автодоме, ты можешь выйти и пойти просто в какой-нибудь торговый центр. А в яхте, в моменте, ты этого сделать не можешь. Ты не можешь прыгнуть в море, ты не можешь сесть в тузик, ты не можешь подойти к берегу просто так везде, где хочешь. У нее осадка 2,20. 2,20 это... Глубина. Ага, глубина 2,20. Да. А так вот ширина, если взять, то есть 11 метров куда в длину? 3,60, наверное, 4 может быть. Ну нет, 4 нету, 3,80, наверное. Понял. Вот. Такой вопрос по поводу того, например, вот я вообще начинающий, да, вот меня интересует вопрос, если я хочу в основном большей части жить на яхте, то есть стоять в марине, например, да, планирую себе яхту, и иногда выходить куда-то там, да, что бы ты рекомендовал? Опять, я понимаю, что от бюджета будет Покупай яхту. Рекомендую, не делай этого. глупость, да? Конечно, ну, то есть, если ты хочешь... Смотри, э, я никогда не говорю по поводу универсальных решений, потому что ни одного универсального решения не существует. Если ты хочешь жить и иногда выходить, тебе не нужна парусная яхта, потому что любая моторная яхта дизельная жрет очень мало дизеля, условно 2 литра в час. Если ты там чап-чап-чап-чап-чап, то ты спокойно дочапаешь до любой Ибицы и на моторах. Парусная яхта тебе нужна в нескольких случаях. Первый случай, самый важный и самый правильный, это когда ты любишь парусный спорт и любишь ходить под парусами. Тебе в кайф. Вот. Второе, это когда ты покупаешь себе лодку, то эта лодка, ну, как бы, чем она универсальнее для тебя, тем тебе кажется, что это важно. На самом деле это не так. Наоборот, лучше иметь одну яхту чисто для выхода в хорошую, быструю, которая будет ходить как тебе нужно, в которую ты не будешь совать никакую жену, которая не хочет ходить на яхтинг. Вдруг случайно ты просто ее не заставляешь. Если хочешь с ней жить, живи на лодке. Вот и купи лодку для жизни. Вот какая оптимальная будет в данном случае? Лодка для жизни. Оптимально будет лодка, у которой есть как минимум большое место, где можно посидеть на улице и где можно внутри хорошо готовить. То есть женщины смотрят на кухню, и женщины смотрят на место, где можно посидеть. Вот если на этой открыть бимини, то уже хорошо сидеть. То есть на этой уже можно. Вот. И Турция мне нравится. Ну, просто Турцию я люблю, но это совершенно не та Турция, которую все знают. А Турция какой город именно? Я жил в Африке. Вот. В чем фишка? Старый город, входит в содружество медленных городов мира. Это когда нет больших супермаркетов, нет каких-то таких прямо, ну, то есть все останавливается на уровне типа вот медленности. Супер туристический, в горах. Прямо вот у меня тут кайт-пляж огромный, самый лучший в Турции кайт-пляж в Африке находится. Яхты стоят, мелкое море, скалы есть куда прыгать, водичка приятная очень. Ну, то есть это речка Азмак такая прямо вот она набирает свою мощь за 2 километра. Вот я никогда в жизни не видел, чтобы столько воды из горы вытекало, что прямо целую судоходную речку можно было образовать ровно за 2 километра. А вот посмотреть, я даже не знаю, за какой город, честно. Вот. Это между Мармарисом и Доломаном. Можно ли себе был? Вот когда ты едешь в Мармарис, то ты поворачиваешь в неком городе Гёково. Там залив такой Гёково, там прям большой поворот. И вот в этом месте, на этом углу стоит город Акьяка. Один из самых дорогих и популярных городов вообще в Турции, ну, туристических. Его там сняли в каком-то турецком сериале, и он стал очень Популярного. популярным, да. Я тут же в Испании тоже в Хаве живу. Такой же точно городок, только в Испании. Очень дорогой, очень популярный. И я, в принципе, пытаюсь выбирать, ну, исходя из какой-то логики. Тут я познакомился, просто ехал автостопом, познакомился с девочкой и остался уже 7-й год живу. Вот тут тогда видишь, ты в Испании живешь, при том, что, допустим, 3 города, ну, 3 страны, которые тебе больше нравятся, с одной стороны, да. Вот для жизни, как бы интересно. Нет, для жизни только Испания. Испания для жизни. Конечно, Испания для жизни очень комфортна. Испания уже Европа. Дороги лучшие в мире для мотоцикла просто потому что, ну, здесь все повороты круги. Мгм. То есть, если тебя могут сбить, то только направо, потому что в левое зеркало смотрят, а в правое не смотрят. То есть ты не объезжай с правой стороны машину на мотоцикле никогда. И ты уже в выигрыше. Плюс все дороги ровные. Ты в Италию приезжаешь, а там вот так колдоебина на колдоебине.
Ну, дороги шикарные. А здесь прямо вот четко. Здесь все ездят по одному и тому же правилу. Здесь полиция делает рейды на тех, кто пьет, и тех, кто курит. И они просто боятся реально выезжать. Ну, то есть очень многие боятся выезжать. И мне это нравится, меня это устраивает. Но помимо этого, например, законы. Законы меня мало интересуют, я их не нарушаю. А те, кто нарушает, например. Ну, те, кто нарушает, те садятся очень регулярно. Тех, кто, ну, не, ну как, смотря что, если трава какая-то или наркотики, то здесь ловят редко. Как бы, ну, страна победившего феминизма. По моему мнению, это худший вариант. Ага, вот такой момент с окупасами. Как тебе? В момент с окупасами я сам выселял столько окупасов, я следил за чужими виллами. И как бы для меня этот момент не существует. Ты не звонишь в полицию, а приходишь, я мальчик сильный, как бы, и я говорю следующую вещь. Я тоже тут живу. Вам неудобно, а мне похер. Понял. По поводу налогов, например, и заработка. Ой, налоги, слушай, я последний раз заплатил до 45% у меня. И понимаешь, одно дело бюрократия, когда ты естественным образом платишь свои налоги, а другая часть — это когда ты теряешь все на ровном месте из-за отсутствия бюрократии и отсутствия возможности сопротивляться условно. Как бы и там ты теряешь сильно больше. То есть здесь ты более защищен. Но здесь я себя чувствую очень комфортно. И смотри, у меня тут родители, получается, брат у меня здесь, как бы, они все Приезжаю сюда, да? Да, они все получают, да, они из оккупированного города переехали сюда, соответственно, уже после начала войны. Вот, они, соответственно, получают полную медицину там от всего-всего-всего и заканчивая там операциями раковыми, как бы. Посмотри, Я получаю все, то есть я социально защищен, всех, кого надо, я не обеспечиваю, потому что они получают это все в социальную защиту. Еда здесь самая дешевая, жилье здесь, ну, плюс-минус такое же, как везде. Но добавляется, даже дешевле получается, но добавляется следующее. Добавляется климат. все в основном едут за климат. Сейчас за климат мы придем до этого. Я по поводу, вот, например, здравоохранения. Я получается, у меня не частная, например, не частная клиника, да, страховки нет, а в обычной, например. У меня также. Да, ну вот вопрос, например, я пришел, у меня, например, проблема одна, да, мне записывают на полгода надо ждать, например, только прием к врачу. И И я не могу ждать. почему? Ну, у меня там, например, камни были в почках. Я вот пришел самому, пришлось лечить. Следующий вопрос. С ухом то же самое, например. Вот я сейчас 1,5 месяца назад ходил, она никак вообще не отреагировала. Вот, А я выбрал Хавию. А в Хавии образцово-показательная клиника, лучшая на всю Испанию, в Лохаре находится. А в Хавии я беру ситус сегодня на завтра. А в Хавии у меня даже, я чекап полный организма делаю. Я говорю, беру ситу у терапевта сегодня на завтра, а на послезавтра он мне уже назначает анализы. Варикоз, пожалуйста. Маме несколько операций, зубы чинили. прикольно. То есть В зависимости от города еще. очень зависит. Такой вопрос следующий тогда наклевывается. Сколько там недвижимость стоит? И аренда, и купить, например. Потому что я сейчас с Валенсией сравниваю. Мы снимаем свой зал, получается, чуть больше 1000, но у нас получается спортзал внизу и квартира 195 квадратов. 100 тысяч, да, это, ну, Чуть-чуть больше там получается. с коммунальным. Ну, в среднем вот студия 50 квадратов. Сколько она будет стоить? Плюс-минус. Вот, Прям сильно. 700. По кругу на год 500 зимой, и ты по 3 месяца летом по 1000. 780, 720. А, то есть они еще на лето будут поднимать. Всегда меняется цена на это. То есть нет такого, что ты на год заехал, Можно на год заехать, но просто будет тогда 700 с чем. а они поднимают чисто на лето, потому что сезон. Да. У меня там живет девочка, она снимает у меня лодку. Она просто в восторге. Она говорит, никогда не выселяй меня, мне очень нравится, мне здесь очень нравится. Здесь определенная атмосфера. Мы со всеми здесь познакомились, мы все здесь дружим по понтону. У нас каждый день завтрак, кто-то обязательно следующий приходит и платят. То есть по очереди мы платим за всех. Здесь очень дешевый ресторан. В Испании, в Маринах, рестораны супер дешевые, сильно дешевле, чем такая же кафешка будет, допустим, в городе. Ну, завтрак 4. 4 евро за завтрак. С кофе там и все включено. А что в основном на завтрак? Ну, там какая-то там есть всегда тостада кон.
И что, ой, не тостад, а даже этот, слеп, это называется бокадилья. Да, когда у тебя 2 полухлеба, и там может быть кальмары, могут быть там, то есть, ну, рента, которая местная и которая вот сегодня оно стоит вот столько. То есть ты можешь навыбирать, 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 и тогда целых 5 евро будет. А можешь, как бы взять вот Дель Диа, и тогда будет типа 4, там 3,50, вот такое вот. Это будет кофе, какая-то водичка даже там дадут, и еще вот эту тостаду. То есть они прямо полноценно дают. Либо какой-то этот, печеное яблоко могут добавить туда. Ну, что-то вот такого плана. А там только завтраки или все подряд? Там есть И и вот завтраки, и обеды. И обеды тут по 12. Но это там прямо, это не обед, это обед на двоих. То есть это будет тебе, если рыба, то это будет вот такая рыбина. Плюс у тебя будет, допустим, второе блюдо это паэлья или еще что-то. Плюс третье блюдо и постре. Кофе отдельно. Либо ты, если постре не берешь, то кофе, соответственно, тебе будет включено. Постре это какой-нибудь либо десертик, либо еще что-то. То есть, и прям там много получается прикольно. еды. А у нее получается, вот где она сейчас находится, там места побольше будет, да? Там У нее больше яхта сама по себе, она живет одна, и у нее есть если секрет, какая стоимость? 580 я сдаю на месяц. 580. Ну, так это у тебя полноценная студия, блин, твоя. Не, ну там это, там получается что? Получается, человек, у него 2 туалета, получается, есть, один электрический, один механический. У него души 2 штуки, у него кухня тоже там полностью электрическая. Вода у меня не так, как из баков здесь, а вода я сделал полностью водообеспечение лодки так, что ты щелк, подключился, и все, у тебя вода просто течет внутри, как хочешь. Электрический бойлер стоит, ну, всегда горячая вода есть, обогрев, кондиционер. То есть там все есть. При этом лодка старая. Ну, сильно старше, чем это, но Какого года она? нет, она выглядит старше, она по-другому сделана. Одна 80-го, одна 96-го. Вот, но они обе старше, как бы. Но я полностью перешил их внутри, обшивку сделал новую, телевизоры повесил, сделал полностью новые сидухи, вот все. И она стала такая прямо крутая. У меня кормовые каюты. Я люблю очень с кормовыми каютами, в которых большая двухспальная такая кровать, огромная. Вот у меня такие там. Прикольно. И она живет вот одна в этой каюте. То отдельно надо видео записывать, если рум-тур. Давай, наверное, по этой покажешь, что и как здесь. Хорошо, давай по этой покажу. Посмотрим, что здесь есть. Ну, то есть для одного человека, который ходит, решил кругосветку идти, в принципе, она с головой вообще. Даже не вдвоем. Надо автопилот. Тут Ну, это, ну, как бы, ну, это очень просто ставится. как у тебя? По деньгам? Плюс-минус. Ну, бэушный можно найти за 600. Ну, 600 и все, и ты, в принципе, с автопилотом. Да. Вообще красота. Что по этой яхте рассказать? Мне нравится ее управляемость. То есть она просто мягенькая, управляемая, хорошая яхта. Да, она старая, она не суперсовременная по дизайну, но в принципе я могу сказать, что современные яхты в дизайне опять возвращаются по какой-то неведомой причине к таким вот дизайнам, где там какие-то плавные обводы есть и все прочее внутри, именно в мебели. А в целом для меня это просто базовая лодка, условный велосипед, на котором очень приятно тренироваться. Вот она легкая, маленькая, и при этом она делает абсолютно все, что делает стандартная яхта, любая большая. То есть вот от этого размера и до самого крупного, который ты можешь себе представить. То есть я, допустим, гонял яхту 30 метров. Это прям огромные такие танки, там, ну, я имею в виду, прям вот 120 тонн весит лодка, а это весит 3. 123. Вот. И поэтому, ну, управление все одинаковое полностью. То есть ты просто пользуешься теми же самыми абсолютно шкотами, рулем, те также точно управляешь двигателем, все то же самое абсолютно. Только учиться на маленькой сильно легче, и все. А жить здесь, ну, комфортно. По крайней мере, все, кто живут, всем нравится. А ты приедь ко мне в Хави, там просто волшебство, чистота.
никого нету. Мне очень нравится, чем Хавия. Она, во-первых, отдельная климатическая такая зона. Ну, условно, это как южный берег Крыма, вот отдельная зона. Вот там тоже она закрыта со всех сторон. Когда ветер дует с Атлантики, он раздувается, продувает мимо, как бы с юга и с севера он закрыт. Это единственное место, которое даже с юга закрыто от вот этих вот пыльных бурь, которые летят с Африки. Иногда попадают, но сильно меньше, чем везде. С севера, опять же, вот эти все болота, которые идут дальше Дения и аж до Валенсии, это, ну, болото. С той стороны это пустыня, у нас зеленый рай, сосны и все прочее. У нас скалы великолепные. У нас, вон, я недавно узнал, самая крупная пещера подводная, 23 километра. Просто супер. А я тоже не знал. У меня вот дайвер появился из моих подписчиков, и сейчас он как бы это, там, он там следит за этой пещерой. Вот, что там? Не-не, ничего, прошел просто. Да. Я просто сейчас, одну секунду. Давай. Реально, я с телефона расставил. Так и я ставлю, что да. Вот. Не-не-не, ну обычно, необычно, ни разу за все время ничего не... Потому что здесь я говорю, даже пройти, и тут всю плюс-минус, я понимаю, что люди, ну, контингент немножко у нас так. Ну, реклама хорошая, Хави. Я не был там. Нет, так у Хави самые дорогие виллы на побережье. Хави самая дорогая вообще в принципе на побережье. Почему? Потому что, во-первых, климат. Во-вторых, вот у нас была вилла, допустим, на горе, прямо на Хавийской. Если правильная экспозиция этой виллы, то у нас было плюс 17, когда внизу в долине было плюс 4. То есть у нас очень охрененный климат. В один и тот же момент мы с другом созваниваемся в одном и том же городе. Настолько хорошее место. Плюс дожди задерживаются об гору Монтго, там 700-метровая гора, они реально останавливаются. А с другой стороны, то есть Марайра льет и Дения льет, а у нас идеальная погода. Дальше и это единственное, вот из всех, если брать вот от Дении до Аликанте практически, там очень хорошие, красивые скалы. Но это единственный скальный выход, который именно скальные горы. Там вертикальные скалы, которые обрубаются. То есть в чем фишка? Они не сыпучие вообще, прям не сыпучие. А везде дальше сыпучие скалы. И это уже как бы, ну, не так красиво. Вроде скалы есть, вроде тоже сосна есть, а эти прям вот такие стоят вертикальные, красивые, ровные, прямо такие, прям они на яхтинге. Это единственное место, вот бери все побережье Средиземки с этой стороны, это единственное место, где под любой ветер ты можешь спрятаться. Там есть бухты закрытые. Вот я просто там отводил очень много людей. Под любой ветер можешь спрятаться. В других местах ты не можешь так. Вот чисто. Море идеальное, там, ну, 10 метров, 20 метров. Но здесь разного випадку. Нет, так там же я же говорю, вертикальная скала без сыпухи, без вообще сыпухи. То есть прям вот так выглядит. Я понял. А вот такой вопрос. Температура вот зимой минимальная и максимальная? Она на 2 градуса, смотри, вот она, если не переболтает, то на 2 градуса она всегда выше, чем все остальные города, а летом наоборот. Летом она холоднее немного. Это вода. А температура, я имею в виду, вот здесь, я знаю, в Валенсии, ночью бывает 32 ночью, 2 часа ночи. Ну, я в машине живу, я в курсе. 32? 32. Не, у нас холоднее. У нас летом прохладнее немножко. Там вся фишка в том, что, ну, нужно понимать розу ветров. Роза ветров летняя от зимней отличается. И роза ветров у нас начинает дуть восток, а восток это у нас открытое положение. Соответственно, когда дует восток, то мы продуваемся. И плюс у нас же этот серферский рай еще. Там 2 узких горлышка, одно большое, широкое, потом оп, маленькое, и там просто и глубины вот так вот по пояс получается, и там закрывающиеся 2,5-метровые волны образуются. Там по 50 серферов висит каждый раз, когда... Здесь, я смотрю, выходят, ну толку от этого. Ну, Всё, негде закрывающейся волне происходить. А у нас именно что 2 узких горлышка. То есть, когда у тебя морская волна нагоняется, то очень удобно. Ну, как бы напиши, куда поехать на серфе кататься в Испании, и ты неожиданно узнаешь про Кеку, про Хавию. Дальше. Самое важное, что никто никогда не замечает. Туда не приходит ни один трамвай, поезд и все остальное. Вообще нет никакой железной дороги, абсолютно. По железной дороге приезжают самые бедные слои населения, которые приехали поворовать, торговать травой, еще что-то. Все рассказывают, что Хавия – это супер дорогой город. Туда не надо ехать, там дорого тебе будет.
неизвестно, продашь ты там свою траву или нет, но тебе будет дорого. Ты должен сесть, во-первых, потратить 15 евро на автобусе, добраться туда. И не едут. У нас машины не закрывают, у нас Вот город это фиолетовый. я как раз спросил по поводу криминала. Криминал бабки сколько? Офигеть. Вот. Вся фишка этой, блин, деревни в том, что там ноль. А сколько населения там? Плюс-минус. Маленькая. Надо будет посмотреть. Я Посмотри, да, вот. вот здесь. Дальше. Все горы, все села дальше, они сразу резко вот так вот косые вверх, а мы в долинке. У нас получается очень хорошо доживать свою жизнь миллионерам, потому что они старенькие, они бродят себе вдоль побережья, и там есть огромные, там 4 километра, которые не надо никогда не подниматься, не опускаться. Вот и ровно, прям ровно. То есть она прямая, пусть. Да, она плоская, она не такая, как... Потому что вот Валенсия относительно такая вот хорошо на велосипеде ездит, ну, образно. Вот она такая же, там очень хорошо на велосипеде. Прикольно. То есть есть только, ну, понятное дело, что вот так с двух сторон горы прямо сразу, и там сразу, ну, в горы, да. Но миллионеры именно в чем ее и выбирают, что там очень хорошо ходить. А в основном откуда они приезжают, миллионеры? Что голландцы, испанцы, немцы, русских стало много, ну, русскоязычных в смысле. Штаты, Британия. Британцев много, штатов не видел. Мгм. Ну, и экспатов хватает там, да, в принципе? Да, сплошные. Да. Все вот всякие там садовники, еще что-то. Вообще любой город надо смотреть с человеком, который любит этот город. Тогда он тебе его покажет правильно и хорошо. Потому что если ты будешь слушать человека, который живет в соседнем городе, он тебе обосрет этот город. Первый раз ты пришел на яхту, обязательно нужно разуваться, либо иметь обувь, которая не пачкает гель-коут. Почему? Просто потому, что иначе за тобой придется кому-то мыть. Я, допустим, всегда, у меня вся обувь такая, которая не пачкает гель-коут. Я хожу по лодке и ну, я и в принципе мою эти лодки. Дальше, следующее. То есть отдельно обувь берется или как она вообще? Ну, ты пешком в идеале разделся, либо высоком. В идеале Босиком босиком. вообще. Ну, понятное дело, что в идеале, когда я яхтенный инструктор, я не могу тебе сказать, что нужно босиком ходить. Но по жизни все ходят Ну, босиком. нормально. Вот. Для меня. То есть люди как бы понимают все, что босиком сильно удобнее. Дальше. В принципе, на лодке, если ты выходишь, то единственное, что нужно знать, это то, что у тебя всегда есть капитан, который тебе скажет, что нужно делать. И какой бы ты ни был правильный матрос, лучше послушай своего капитана. У него всегда есть какой-нибудь личный заеб, который ему прямо вот мешает жить и будет портить с тобой отношения, если ты его не слушал. Поэтому очень рекомендую просто использовать вот такую тактику. Как бы, какой бы ты самый не был умный яхтсмен, ты берешь, спокойно слушаешь капитана, то, что капитан сказал, то и делаешь. Вот в данный конкретный выход. А то, что ты самый-самый умный, как бы, ну, оставь это при себе. Вот. Разуваемся. Да, мы разуваемся всегда. Ну, я вот так хожу, я просто беру, снимаю и... Я бы такой вообще разулся, это наоборот. Я наоборот за то, чтобы босиком ходить. Ну, мне наоборот приятнее, я как тренер просто рекомендую наоборот ходить. Как босиком это и приятно, и удовольствие от самой лодки как бы получаешь. На этой лодке, кстати, мы регулярно тут своим клубом ходим. Просто вот у нас есть клуб, мы выходы делаем такие, ну, покатушки разные. В общем, у нас У вас здесь есть, да? да, у нас свой клуб есть. У нас даже тут два дружественных клуба. Есть клуб «Ты капитан», у меня его Леша ведет, и есть клуб Red Sail киевский. Они на маленьких лодках ходят, и мы скооперировались. Мы с ними, мы их катаем на своих, они нас катают. У нас как бы совместный такой проект, в котором люди учатся парусам на разных размерах, на разных, скажем так, ну, на абсолютно разных лодках, и постоянно происходят тренировки. То есть по нескольку раз в неделю у нас тренировки есть, выходы и все прочее. Все по раз в неделю собираетесь, получается. Все, у нас прям постоянно выходы есть. Ага, сколько людей там много вообще? Ой, Получается, а? много уже. Не секрет вообще, но в сумме уже человек 40. 40 человек. Пришло 5 человек, они все умеют управлять лодкой, они выходят, спокойно заходят и все, ставят лодку и уходят. Моют, закрывают там. Это лодка, на которой мы учимся и живем иногда как на дачке. Испанцы, они к тебе хорошо относятся. И
У нас есть одна как бы особенность вообще вот у украинцев, у русских, еще у кого-то. Мы, ну, скажем так, если говорить четко, то Бог нас обманул. Он дал нам белую кожу, но европейцы-то понимают, в чем разница. Мы-то думаем, что мы такие же, как европейцы, а европейцы-то думают, что мы как африканцы. Вот. И мы сами себя так еще не воспринимаем. Но они уже четко от нас отгораживаются, не дают нам возможности там погрузиться к ним в жизнь или еще что-то. И им нужно, то есть если ты, допустим, испанец чистый, то ты по умолчанию у них в глазах уже как бы круче. А я должен проявить профессионализм, сделать какое-то действие, ну, то есть тогда я становлюсь лучшим другом, понятное дело. То есть когда ты ведешь себя адекватно, то ты станешь хорошим, но ты должен все время доказать. Это вроде как минус, но я его для себя как плюс начал выводить. Почему? Просто по причине, что значит, я должен быть классным, супер крутым для тех, кто у меня там со мной хочет общаться или еще что-то или не хочет, наоборот, просто я даю там, ну, делай добро и бросай его в воду. Мультики смотрел, все. Вот точно говорили в Испании, только и в Албании то же самое. Сейчас ты приводил пример. В Албании тоже можно. Не, ну Албания вообще там люди как бы они, ну, скорее от них пытаются отгородиться. Я ж не жил в Албании полноценно. То Я есть, там был как проездом просто. ну как, несколько раз просто там путешествовал. По недельке плюс-минус где-то. Да не, может и больше. Я там помню, что это я просто там все объездил, когда я ездил. На Балканах я там вообще везде был, во все горы танцевался, везде. Вот если кроме Испании в Европе, вот где бы ты жил еще, если не брать Испанию? Слушай, ну Португалия мне нравится. Португалия. Какой город? Честно говоря, я выбираю маленькие городочки. Я очень не люблю большие города. То есть берешь любой просто на побережье, выбираешь, какой тебе по красоте нравится, смотришь, приезжаешь туда. Я же всегда просто приезжаю в город, смотрю, нравится, хорошо, все, живем. Не нравится, идите в жопу. Север либо юг? Не, на юге больше мне нравится. Я вот до юга не доехал. Я вот с порта доехал до Лиссабона, а до Минска я так и не проехал. Ну вот мне, ну, без юг, я имею в виду где-то в районе Лиссабона. Это уже для меня юг. То есть не надо там прямо аж до Кадиса ехать туда. Вот. Климат как там? Там же ж Там ветрено, холодно, сопли. Ну, блин, ты ж меня просто спросил после Испании. да, да, да. Я вот бы мне нравится, если летом жить в Норвегии, охренеть, просто вырви глаз красиво. Самая красивая страна в мире — Норвегия. Просто вот лучше не придумаешь. Если ехать на автодоме, обязательно надо ехать в Норвегию. Просто. классно. Я тоже смотрел, ну, Ну, я там доехал аж практически до Нордкапа. Мы на автодоме. Да. Какой автодом, какого года? 90, говорю, 2012-го Mercedes Sprinter, сделанный под стелс. Ага. Ну, то есть это не типичный автодом, а вот Нет. переделка именно. Это переделка, да, у меня ребята были, которые у меня ремонтами домов занимались, не автодомов, а просто домов, и когда нечего было делать, они мне сделали автодом. Прикольно. Зарегистрирован здесь. Да, зарегистрирован, homologирован, все как надо, сейчас его продаю. Вот так вот. Да. Может, кому нужен? Сколько пробег? Я просто нет, здесь может Да, если кому-то нужен, он обязательно посмотрит на Волопопе и найдет мой автодом. Вот. В любом случае, ну, спринтер, машина просто зверь, как бы не ломается, ничего с ней не случается. Берешь, едешь просто 5000 в одну сторону, 5000 в другую. Сколько пробег, кстати, на нем? 220 сейчас. 220. Да, ну это стелс, как бы. Я сделал его именно такой, чтобы можно было в Париже заехать в центр города и стать и переночевать. Я понимаю, за что я идет. Да. Это паркинг самое. Ну да, потому что это важно. Но потому что в Амстердаме или ты стоишь где-то там на перехватывающей парковке даже дальше, или ты стоишь все-таки в центре города. Вот. Прикольно. Вот Захави я, конечно, вот удивил. Наверное, в том плане, что классный город. Но опять рекламу видишь, ты же там живешь. Поэтому, да, вот человек, который там живет. Интересно. В Испании знакомые, которые нормально зарабатывают, конечно, есть. Чем занимается? Вот когда Недвижимость, строительство в основной своей массе платят. Много платят.
Да. Ну, как бы, Ну, прогрессивно. все платят вот до 45%. Но, опять же, когда ты на последние деньги отдаешь свои 45%, это один вопрос, как бы. Когда у тебя хистор дурак, это еще один вопрос, как бы. А когда ты зарабатываешь много, то, ну, а почему бы и не отдать? Я понимаю. А кроме недвижки, вот если брать недвижку, чем еще? Вот яхтингом люди занимаются, торгуют яхтами, ну, тоже То есть там перепродают, да, покупают, продают. не покупают, просто помогают покупать другим Мгм. чаще всего. То есть они как автономы и как они Да, реагируют, как да? автонома в основной своей массе все. Но в любом случае, вот сказать, что я знаю человека, который там не платит налоги и типа хорошо живет или платит меньше, чем нужно, то здесь все платят меньше, чем, ну, все стараются показать меньше, а Испания старается с тебя взять больше. Мое личное мнение, как бы кто ни говорил, а Испания в этом плане, ну, как бы, она по какой-то неведомой причине не любит трудолюбивых людей. Плохо ты берешь. Проблемы есть с людьми какие-то там, еще что-то. Но средняя продолжительность жизни уже до 86 лет. Потому что курят, пьют. Они что-то знают. И вот я лично считаю, что не надо их переучивать, потому что моя средняя продолжительность жизни там, где я жил, дай бог, чтобы до 60 дотягивала у мужчин. А я хочу больше. Я лучше буду делать, как они. Вот если они не волнуются по поводу того, что что-то не произошло, то и я не волнуюсь по этому же поводу. Вообще, прям совсем. То есть плохая медицина, докажите мне. Мои родители живые, здоровые, могли и умереть уже с украинской медициной. А поскольку, кстати, родителям? Ну, плюс 52-56 года. Не считаю никогда так Ну, просто. я помню, нет. Вот. Это, то есть лечат и рак, и подагры, и ну все лечат абсолютно, лечат хорошо. У меня история. Я приехал в Турцию делать себе зубы чинить. 28 зубов. Моя бывшая жена, она турчанка сейчас, это она привела меня к Элле, говорит: "Вот хороший стоматолог". Пока мы там это, суть до дела, Элла мне там, они начали уже, все починили зубы, сидим, пьем кофе. А я говорю: "А как сделать их белыми?" Она говорит: "Слушай, ну тут дорого, там еще что-то". Я говорю: "Слушай, давай не экономь мои деньги, пожалуйста". И вот. И по итогу в чем фишка, что я ее перевез потом в Хавию. Сейчас она тут открыла клинику в Хавии, работает в Хавии. Ну вот 3 года зубам, ноль вопросов. Винир или не знаю, это, ну, это коронки. Винир и коронка — это одно и то же. Я уж в стоматологию так глубоко погрузился. Винир и коронка — это одно и то же, просто на разных языках. Но они оплачиваются или нет? Просто зуб. Без зубы обтачены. И потом сверху. Все ставятся коронки, да, я там могу порекомендовать, что не нужно ставить по одному зубу, потому что если у тебя что-то пойдет не так, у тебя зубы начнут друг об друга. Не надо ставить все зубы, потому что если ломается какой-нибудь из них, то, соответственно, тебе менять полностью всю пластину. То есть надо ставить по парочке, по 2, по 3 зуба. Это лучший вариант. Если что, то это дешевле, и при этом они не гуляют друг относительно друга. Это просто умная мысль на будущее. Понял. Работать надо легально, делать надо все легально, хорошо. А люди, которые мутят, а мне пишут постоянно: "Давай замутим". И я вот начальное слово "давай замутим" для меня уже какой-то этот. И это, ну, это я не для видео говорю, я в принципе просто понимаю, что бояться и париться сильно дороже потом для собственного организма. Ты же сам по себе теряешь потом вот калории, еще что-то. Вроде как кажется, что, ну, зато деньги, семья, еще что-то. Ну, а до сегодняшнего дня я же как-то прожил. Были деньги, потом вообще ноль стал. В Украине можно вообще не платить налоги. Мгм. Никогда. Прям работать вообще без налогов. Здесь так не получится. Сказать, что мне здесь так нравится, нет, не нравится. Сказать, что я считаю, что это неправильно, нет, наоборот, правильно. Они живут лучше, чем мы. Мгм. Все. Ответ такой. Как бы вот неправильно, что они садят мужиков, там, допустим, просто по наговорам женщин. Но тут мы ничего с этим сделать не можем. Ну, тут, если ты сильно попадаешь. Я И, прям ну, вот, это я не дотрагиваюсь, я вот так хожу. Вот прямо у меня я ж сдавал виллы в аренду. нет, вот эта тема вот, Не вообще ноль, не подходи. Просто. это испанки именно или Испанки вообще.
какие-то напутственные слова. Ну и если будете у нас в Хаве, обязательно пишите, звоните. Надеюсь, что мои контакты останутся где-то в описании этого видео. А я покажу таким образом этот город, что вы удивитесь, какая бывает хорошая и приятная Испания. Еще и вообще отличающаяся от всей другой Испании, которая есть. Ну вот все то, что вы слышали об Испании, возможно, вы перечеркнете в своей голове. Ну и в целом путешествуйте, потому что именно вот путешествия делают нашу жизнь длинной. Потому что сколько ты не ходишь на завод, сколько ты не ходишь на работу, это все у тебя, вот вспомни, сколько ты ходил, месяц прошел, и все, и месяц этот закрылся в твоей голове, как просто месяц. Но если я за этот месяц проехал несколько стран, встретился с несколькими разными людьми, пообщался с абсолютно разными людьми, то это у меня будет 50 точек соприкосновения или 20 точек соприкосновения, и вся линия моей жизни, она как бы заключается только ж в воспоминаниях. Я же больше-то ничего не имею после того, как я либо зарабатывал деньги, либо вспоминал. По итогу, что я тогда, когда зарабатывал деньги, сидел без денег потом, что я сейчас сижу условно без денег, так же точно, абсолютно, но с огромным количеством воспоминаний и хорошего настроения и хороших людей, которые меня всегда рады видеть везде, в любой точке мира. Вот куда бы я ни плюнул, везде попаду в знакомого. Так что путешествуйте, присоединяйтесь к нашему открытому клубу, в котором никому, как это, никто никому ничего не должен, и все могут делать все, что хотят. Да, внизу я оставлю обязательно ссылочку на канал и на контакты. На здоровье.